Друзья, знаете каланов? Это такие животные, которых еще называют морскими выдрами, или морскими бобрами, или камчатскими бобрами. Хищное морское млекопитающее семейство куньих. Ну а о семействе куньих и их строптивом характере мы, конечно же, все помним. Одна росомаха чего стоит. Калан же – это выдра, которая отказалась от рек и болот и вышла в открытое море, где научилась есть морских ежей, раскалывать раковины камнями и спать, заворачиваясь в водоросли, словно в одеяло. В его облике соединились мягкость и хищность, детская игривость и серьезная роль в экосистеме. Плескается эта обаяшка в холодных водах северной части Тихого океана, у берегов Канады, США, России и Японии. Вырастает до 1,5 метров, при весе до 45 килограммов. Такие габариты делают калана одним из крупнейших представителей своего семейства. Самцы крупнее самок, они обычно тяжелее на 35% и длиннее на 10%. Слово «калан», вошедшее в русский язык, имеет корякское происхождение. По-корякски «калага» означает «зверь». Охотники севера также использовали ряд специфических терминов. Медведка для новорожденных каланов до 6 месяцев и кошлак для годовалых каланов. Морская выдра чувствует себя в воде не хуже рыбы. Калан ест, спит и даже размножается, покачиваясь на волнах. Ну а чтобы постоянно заниматься дайвингом в ледяных водах Тихого океана, калан обзавелся завидной экипировкой. Ластами в виде перепончатых лапок, чтобы быстро плавать, газовым баллоном из гигантских легких, чтобы задерживать дыхание до 8 минут, и мощным фильтром в виде почек, чтобы пить морскую воду без риска получить отравление от количества соли. Но главная особенность калана – это его гидрокостюм. Большинство северных животных отъедает жировую прослойку для того, чтобы стать водо- и теплонепроницаемыми. Но калана от намокания и холода защищает шуба. Мех на квадратный сантиметр, которого приходится до 45 тысяч шерстинок, создает термоизолирующий воздушный слой между телом и окружающей средой. Сам мех не впитывает в себя воду из-за активной работы сальных желез. Именно они пропитывают шерсть жиром. Чтобы не замерзнуть в ледяной воде, калан проводит огромное количество времени, ухаживая за шерстью. Чистит, сбивает ее зубами и лапами, чтобы сохранилась воздушная прослойка. Несмотря на то, что от холода зверька спасает мех, а не жир, ест калан как не в себя. Виной тому повышенный метаболизм, который не дает телу зверька остынуть, пока тот плескается в холодной водичке. В день калану нужно съесть до 30% массы собственного тела, чтобы поддерживать теплообмен. Для взрослого самца это до 10 килограммов пищи ежедневно. Поэтому морская выдра любит весьма калорийные деликатесы – моллюсков, иглокожих, крупных ракообразных и жирную рыбу. Всего в рацион калана входит более 40 видов морских животных. Неплохое такое меню у нашего полярного водолаза. Ну а за сочной устрицей калан готов нырнуть аж до 100 метров, но обычно охотится на 20. Для того, чтобы найти добычу под водой, калан пользуется своими вибрисами – усиками. В мутной воде так проще находить еду на ощупь. Чтобы всегда иметь при себе запас свежей вкусняшки, калан обзавелся 2 карманами на подмышках, кожными складками, куда он прячет все добытое добро. Но на этом хитрости не заканчиваются. Калан – одно из немногих животных, не приматов, которое научилось пользоваться примитивными орудиями труда. В качестве таковых выступает булыжник, запасливо спрятанный в один из карманов. Об него калан разбивает особо крепкие панцири. Кстати, интересно то, что для того, чтобы во время сна не уплыть слишком далеко в море, каланы держат друг друга за лапки. Также они могут цепляться к камням и водорослям, если поблизости нет сородичей. Мило, не правда ли? Ну и о любви. Каланы живут холостяцкими группами одного пола, но когда молодые возжелали романтики, влюбленные находят друг друга и уединяются в море. Если свидание прошло успешно, на свет появляется долгожданный малыш. И так как к размножению каланы готовы в любое время года, организм мамочки устроен так, что она сама может выбирать, когда ей рожать, подстраивая роды под самый благоприятный сезон. Поэтому беременность может длиться от 6 до 9 месяцев.
Детеныши рождаются весом около 1,5 килограммов и длиной около 50 сантиметров с хвостом. Первый месяц малыш полностью зависит от мамы, питается молоком, катается и греется на ее животе. Но очень скоро детеныш переходит на диету из морепродуктов. Взрослеет морская выдра лишь к 6-му году жизни. Кстати, у каланов распространены усыновления чужих детенышей, поэтому второй детеныш из двойни может выжить, если его усыновит самка, детеныш который погиб. Самки каланов нежно ласкают своих детенышей, а в случае непослушания награждают шлепками. Наблюдатели единогласно описывают воспитание детенышей у каланов антропоморфной терминологией из-за сходства многих его аспектов с человеческим поведением. Матери очень привязаны к своим детям. В случае опасности она в первую очередь проявляет заботу о малыше. Этим обстоятельством регулярно пользовались охотники на каланов во время их массового истребления. Группы из матерей с новорожденными становились их легкой добычей. Живут каланы до 23 лет, но в дикой природе в 2 раза меньше. И теперь немного печальных фактов. В течение 18-19 веков калана практически истребили. Виной тому великолепный густой мех. От всего вида к 20 веку осталось всего 2000 особей. Осознав свою ошибку, в 1911 году охоту на зверька запретили. На данный момент прирост численности каланов замедлился. Причин тому хватает. Сегодня угрозы связаны с нефтяными разливами. Шуба калана теряет водоотталкивающие свойства при контакте с нефтью. Зверь погибает от переохлаждения, запутыванием в рыболовных сетях, сокращением кормовой базы из-за промысла моллюсков, да и браконьерством. И все-таки, несмотря на ужасы бытия, в эпоху господства людей на планете, у морской выдры есть шанс выжить. Сейчас неравную борьбу за свою жизнь с двуногими ведут 80 тысяч каланов. Так что давайте пожелаем удачи этим милейшим созданиям. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!